Не ржавеет, смотрю, стоит. Потому что из нержавейки. Там внутри дырочки какие-то. Господи, что это такое? Дима-то решил, ребята, открыть свой канал. Вот в чем прикол. Буду себя пробовать в новых начинаниях. Ну, а что, почему нет? Это интересно. Это реально что заварить, потому что если мы сами будем делать, у нас есть тоже, нам с водородом же потестить надо, он как раз заварит там, что это. Всю фигню, у нас будет коллективное творчество. А то, может, реально вдруг запустим. Да, ребята, идем смотреть интересную вещь. Да, маленькая покупка из Владивостока. Приехал я, наконец-таки, к Дмитрию. Ага, здравствуйте. Долго вы ждали, очень долго, но вот это событие состоялось. Как всегда, всего много интересного произошло, есть что показать. Ребята, вот одно из интересного. Что это такое? Сейчас будем распаковывать. Весит эта штука где-то 1000 килограмм. Пытался найти на нее какой-нибудь мануал, но не смог. Вот, установка из Владивостока где-то там стояла. Вот, ее укомплектовали, так скажем. Вот. И я ее приобрел. Спас, можно сказать. Ну, такие вещи надо хоть детям показать. Можно будет. Хочу сказать, потом покажем вам формуляр. Это третья установка, номер 3. И она 71-го года. Она старше меня, старше Игоря. Ей получается 50 лет. Уже начинает что-то вырисовываться. Фланец, да? Фланец хороший, а еще хороший диаметр под шлицевый вал. Прям вообще такой нормальный. Чего? Класс. Вот отсюда хороший ракурс. Но нам интересует вот это нас. Короче, Игорь замыкает контакт, начинается раскрутка. Ты там через секунду-две, да, открываешь, нажимаешь кнопку. Не, кнопку ты сразу нажимай. Канал хоть сейчас. Вот. А потом, когда начнется раскрутка, открывай этот. Можешь держать кнопку. Все, погнали, пацаны. Понеслась! Да. Сейчас только начну крутить, сразу открывай газ, но кнопку не выключай. Ну вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. А что это у нас там такое? Автопарк пополняется, да? Да. Вот здесь. Вот, смотри, на больших колесиках это как смотрится. Ага. Вот а я что-то не помню. Ну да, поменьше были, по-моему. Ну, вот кувыркается люто. Ох, блин. Смотри, видишь, я здесь сделал тут одежда вся такая квадроциклетная, видишь? Ну да, стиралку сделал эти мойки, чтобы в дом не ходить срочно. Мойки я уже видел такие с нержавейки у тебя, только они так не оформлены. Ну вот здесь вот правильно, да, с нержавейки хорошо. Ну да, здесь все правильно. Хорошо. Вот, видишь, тут все с нержавейки, все как надо. А это видишь, у меня осталась фотка, немножко рычаг вырвало на ходу. Ну, он подбитый был. Это не то, что об дерево, нет? Ну, вот я об дерево саданулся, как газ заклинило, потом ехал и вот навернуло так. Это когда нога вот эта вся синяя? Не-не-не, то, что об дерево квадрат живой остался, только я понял. Здесь, как на карте, под левой ногой тормоз. Зажигание. Фара. Ага. Вперед, назад. Ага. Зарядка, GPS, спидометр. Очень хорошая штука, кстати, на Алишке рекомендую. GPS-спидометр. Стоит там 50 баксов, не надо никакой мути. Вот он у тебя стоит красиво, есть большие, вот там большой стоит. А он быстро реагирует, хорошо? Он реагирует быстро, но ему надо спутники найти, минут там 5 тупит, а потом работает хорошо. Прикольно. Ну вот эта дур-машина получилась. Она, ну проедешь, поймешь. Она как бы не то, что дур. Для 10-киловаттного двигателя, ну и что было с ней, то, что стало, это две большие разницы. Ого. Так, это вперед. Да. Хотя бы одна. Да, я, видишь, экономлю. Ох ты. Ах ты что.
Угу. Что-то отошло от кувыркания. Ну как едет? Круто. Очки можно было и не оставлять. В очки запорошило полностью пылью глаза. Вот, потому что там на 3 киловатта движка стояла. Что значит, да, если креативный подход какой-то есть? Да, я сам удивился, слушай, прям парни. С ванны, просто с ванны. Да, да. Друзья, С смотрите. ванны, причем с разборки. Они не пошли покупать ванну в магазин, они купили с разборки. Не с разборки, с металлолома. Машинка, колеса спидбайка. Да, да, Отсюда прикольно. это на видно. чпухе они навытачивали. И главное, от меня скрывали. Я говорю, что за херня валяется? Говорю, что вы точите здесь? Ну так, вот это тестируем. А вот батарейку нормальную поставили, была другая, вот здесь здоровая, в титановом корпусе. Вы ее что, вниз что ли? Да? А если ж вяркнуться? А там её? титан 5 миллиметров, А. выдержит. Ну ясно. Чем мне понравился? Пипик, наверное, от Пипик, камеры. что ли? Да. Камера пикнула. Я аж застыл на месте. В обратку тебе. Смотри, как обгорело здесь. Ах, с огнем играешь. Хорошо, хоть жужа не сгорела. Да, он. Ого. А видишь, вот он здесь стоял, а плазму туда плюнуло. Потом И шины загорелись? Или они Да, просто успели пакеты? потушить пакеты, но А, вот здесь отмыли, вот они, шлепки плазмы, вот прям вот здесь. вот, ребята, это что такое? Это когда без БМС-ки батарейки используют, БМС-ка была нерабочая, я сказал, фиг с ней, вот чем заканчивается. Выбило даже панели здесь, вышло, вот те панели выбило на 10 сантиметров и крышу на 10 сантиметров приподняло, хорошо? Было много людей и 2 огнетушителя здоровых, этих углекислотных. То есть огнетушитель вообще must-have. Если бы в ту сторону плюнул, ты посмотри, у меня сколько канистр там. Ну да. Мы бы тут вообще что потушили. Да, если б пожар бы пошел, все бы, оно сразу все вытекает Если и люди начинает через минуту гореть. И были, внизу. Да, да. И там бы и снегоходы сгорели бы, короче. Это от чего аккумулятор был? Аккумулятор это был на этих. От трицикла, да, вот Да, это. на трицикл, Ну, от на электро. плоских батарейках, вот как у тебя вот этих. Ну, а по размеру батарейка какая была? 20 S. Вот 20 вот этих Вот поставил на зарядку, ребят, И без всё. БМС-ки. Вот, вакуумная камера. Слушай. Вакуумная сутками работает у тебя, да? Ну, у меня тут перерабатывают. Тут. Не выключается никогда. Смотри, какой профиль прикольный китайцы. Когда погнули его немножко. Он внутри с дырками вот так вот. Смотри, какой толщина. Ух ты. Ничего себе. Ага. А дырки маленькие? Такие, ну, миллиметра по 3, наверное, по 2, по И 2. много вот да, таких, вот так да? вот. Чуть-чуть, да. Глянь, кайф. Ну. Ничего себе. А наши не могут такое тянуть. У них оборудование. Не хотят, может быть? Нет, там... Это ж какой оборудование. классный теплообменник, прям вообще. Мне, кстати, посоветовали эти профиля, не поверишь, у тебя кто-то в этом. Комментах? В комментах, говорит, мы тоже вакуум занимаемся. А, Говорю, ну мега вот полезно. видишь. Я искал, и тут мне человек скидывает. Приятно, ссылку, когда да, что-то да, очень полезное. приятно. И я нашел, вот заказал Мгм. на пробу 500 килограмм. Нормально, работает. Вот Легко. с этим пробовали, ну, полосатость по влажности Это, получается. наверное, да. не то, да? Ну, как бы терпимо, но... Тут но какая не то. площадь большая получается? Я понаставил. А, О, бесперебойник новый. 160 киловатт. глянь, как тут у тебя вытяжка какая. Дим, так что мы двигатель чем будем запускать? Какими аккумами? А Это мы, ж вот, аккумы. этих гребаную кучу слепим. О, точно. Ну, вот дуб, который распилили, О, он это сухой. слэбы, Да, да? сухой уже все. Да, клево. Вот видишь, это тоже от контура земляного охлаждения здесь. Довольно-таки прохладный воздух. Ну да. Видишь здесь? Вот, майнер один. Майнер один. Да, да, я его купил дорогие. Сколько майнер один зарабатывает вот это? 45 где-то в месяц. Долларов? Рублей. Тысяч? Да, 1000 рублей. А киловатт он сколько? 3,2 что ли? А. Ну так, чисто для Ну, цифр. это чисто Это для будет теста, интересно, да. Сколько чего. Это была просто выставка в Москве. Ни у кого этих майнеров не было, а одних были. Я уж решил купить. Для Вот. пробы. Да, уж надо уж попробовать. Ну, доски надо ж обработать еще, Да, я чтобы хочу понимать. пропитать полиэфиркой в вакууме. О, А, ну то есть их альха. прям так. Альха и дуб. Красиво. Не альха и ясень. Вот это на ясень похоже больше. Ништяк. Прикольно. Неплохо я засушил. Я прям рад себе.
Так оно дорогое на самом деле. Вот. Типа из ольхи, из ясеня. Оно... Ну, мы покупаем с Олегом в Вудстоке дерево. Мы знаем, сколько что стоит. Как бы, да. А это Сухое вообще дерево самопал. дорогое. Это вот типа спилили, Ну как просто, бензопилой высушили, я отдал просто мебельщику знакомому. Он мне просто вот из такого говна, который лежит, нахреначил этих досок. Все. Угу. Он их через этот, как он, рейс, ну, напилил и через рейсмус прогнал. Ну да, можно стабилизировать ее. Да, вот я хочу смолей, стабилизировать, мне цвет сразу проявится. Конечно. И как террасная доска, она будет очень красивая. Ну да, толщину, конечно, с перебором, наверное. Ну ладно, толсто, не тонко. И вышли на прогулочку, ребят, немножко посмотреть на пляжик. Да, дождик с градом Пляжик прошел. живет, смотрите, люди есть. Обычно на Вот этих так неделях вот. очень много людей было. Ну, Вот. сейчас дождик прошел, людей чутка поменьше. Что тут у нас еще есть? Фонтанчик есть, дорожки есть, туи. Туи большие будут, да? Да, вырастут, наверное. До какого метража они вырастают? Слушай, это черт их знает, они обычно как елку вот эти, даже побольше могут. Одно из моих любимых растений. Красивое, места мало занимает. Да. Вообще супер. О, тут смотри, как уютно. Что-то новенького тут уже наделано. Вот молодежь опять гадит под лавками. Да что ж ты будешь делать, а? Парни, заберите пакетики потом, будьте любезны. Есть даже не ваши, ну все равно заберите, хорошо? Там вон мусорка есть, спасибо. А ближайший вот там вот. Туда идете, когда вдоль деревни, там увидите мусорку. И вот бутылочку еще, а то я устал за всеми убираться. Спасибо. Сейчас я его заведу. Это чужой, что ли? Чужой. Нормально. Грунт Он трамбуется. Это, такой это интересный, же отсев, проваливается. отсев этот гранитный. Сейчас мы его заведем. А что он может вообще? Фонтанчик у него есть, Да фонтанчик. ты что? Не ржавеет, смотрю, стоит. Потому что из нержавейки. А это 304. что такое? А это роза из титана. Кстати, оксидирование пробовали в лимонной кислоте с разным напряжением. Вот так вот получилось. То есть вы не температурным методом, Да, а температурным сложно угадать. А вот именно оксидирование по напряжениям. Смотрел, кстати, это как Тойсой делал вот, на его канале. На канале? Да, и оттуда черпал информацию. И вот откуда-то интересные цвета побежалости. Видно, в воде много железа. Как-то, видишь, она такое прям... Ну да. Как Интересно. это, Я радуга тоже смотрю, получилась. вот сейчас прям такое освещение. Хорошо видно. Короче, чужой этот на лазере выпилен. Вначале была модель из ржавейки сделана, дабы не тратить нержавейку. Она на заводе стоит. А потом вот из нержавейки сделали. То есть такой опытный образец Да. был, да, еще Да. предварительный. Да. На точке сварили. Ну, вроде ничего, получилось довольно-таки детально. Как бы. Есть фанерные модельки такие, а у нас нержавеющие. Ну, хвост у него вообще шикарный. Слышишь, можно эти фанерные модельки увеличивать. Да, и делать делать огромные, нержавейки. там машины есть, там Да, что да. там только нет. Да. И заводится чем он у тебя? По А Bluetooth? заводится он просто заряжает аккумулятор от солнечных батарей, потом Вот включается. она, энергосистема вся здесь. И, кстати, как показала практика, вот малейшая пыль на батареях, вот даже дождь прошел, видишь, все равно пыли набила, она все-таки влияет на... А это. в числах как? Сколько? Минус в числах- 30%, Ну минус да. 60%. Да, я думаю, минус процентов 20 вот такой слой Мгм. пыли уже дает. Эти батарейки по 400 ватт, это дельтовские. Ну да, так Когда или хорошая- не сказать, что много. Когда хорошее солнце, то прям хватает на насос, прям, чтобы он не отключался. Ну, по идее, ватт на 400 здесь, да, где-то батарей? При Нет, хорошем 2 по солнце. 400. Они в номинале, ну, ватт 700 они могут дать, когда ага. светит. Ну, вот сейчас, если посмотреть, даже вот тень уже, да, он все что-то дает. Сейчас посмотрим. 20 ватт дает. Вообще Щас. как мало. Щас, Может щас. 750, да, дает 20. А батареи вот здесь в отсеке, да? Ага. Обычные от бесперебойника. Что-то их тут много, маленькие. Да, Все, слышу, зашкварчало. да, сейчас он. Специально там не стоит обратный клапан, чтобы зимой могло работать, вода сливалась обратно в скважину. Здесь скважина пробурена.
Это не так уж... От чего вообще все дело пошло? Мы сделали буровую установку и тестово хотели где-то что-то пробурить. Пробурили здесь скважину, но я думаю, не выкидывайте же ее. Давайте фонтан сделаем. Вот. Насос здесь где-то, да, 600 ватт. Вот. 2,5 дюйма у него диаметр. Где-то качает 1,5 куба в час. Вот это была форсунка, там стоит, была попытка сделать ламинарный поток, но что-то не получился. Ну, в следующий раз получится. Ну, такой недоламинарный. Главное, что попытка была, Да, видишь. да. Главное, что оно надо. Да. Одни пруды сплошь везде. Ага. Столбы, ребят, как детский конструктор, смотрите. Ага. Видите? Сталь СТ-45, цинкование. Ну, кстати, оказалось, что цинкование по СТ-45 не очень почему-то. Вот, ну, вроде держится, не отваливается. Не ржавеет, да? Не ржавеет пока что. Не крашено, просто Да. цинкование. Да, и просто всё. цинкование горячее. В Тулу отдавали, в Тулу сами возили, потому что обычно в Москве все, кто цинкует, это барыги, которые везут в Тулу и конец все приделают. Проще было договориться с заводом и им отвезти. Вот. Я представляешь, там сколько здоровья можно набраться около ванны с цинкованием. Ну да. Ой. Там прям отдает здоровьем. Особенно всякие золотые покрытия. Там Запахи приходится такие. использовать эти всякие цианиды. Цианиды, да. Вот Олежка ж использовал цианиды. Ну. Точнее, он не знал, что он их использует. Но но использовал. ему сказали. После этого он стал более аккуратно их использовать. На улице там и так далее. Потому что можно раз случайно помереть. Ну вот, это тоже столбик такой. Это ее как, так ветром или Ее так, ядерным взрывом ее нагнуло? черт знает, погнуло просто. Это при сварке перенатянуло. Сварщик плохой был. Да, ребят, на самом деле, если серьезно, это так и задумано. Вот. А это Вот так вот. дикий виноград. Оплетет он ее и видно не будет. Ну, не через знаю. пару лет. Откопаем его тогда. В другое место. Турбиной можно его проверить. Да, сдуть. Работает нормально. Сдувает только так. Мгм. Одни ошметки летят. Да, вот эту дорожку в том году сделали. Здесь тоже пришлось помучиться, потому что здесь местность болотистая, здесь еще суглинки. Короче, под ним, под этим асфальтом, вначале экскаватором было маленьким прокапано, потом геосетка и геотекстиль, после чего так называемый вторичный щебень, это пережеванные дома, скажем так, по проекту реновации. Там кирпичи, что ли? Ну, бетон. Или бетон пережеванный? Бетон от хрущевок пережеванный. Ну, потому что подешевле чуть стоит. Все это протрамбовано виброкатком. Сверху бетонирование с армирующей сеткой, где-то миллиметров 20. И уже вот асфальт накатан. Ну вот и держится. А теперь даже на машинках можно здесь Ну, на маленьких можно, да. катусить. Ну, вот. Не улетают ребята, представляете? Вот Да. сидят локальные птицы. Их иногда, конечно, собаками шуганешь, потом их с соседнего огорода достаю. Они в руки даются. Ага. Где-нибудь там не знают, куда и орут на полдеревни. Но сейчас повзрослели, уже их собаки боятся начинают. Вот так вот. Да. Ну да, там хвост, если распушит. Не, они сами довольно-таки здоровые птицы. У них это Про лапы, арбузы мы может. уже рассказывали, да, по-моему? Или Про нет? что? Про арбузы. Да, были арбузы. Поверьте, пока на слово, потому что Игорь как раз приехал в тот момент, когда теплицу приходится делить на 3 сегмента, потому что влажность и температура для разных культур нужна разная. И арбузам нужно жарко и сухо, а огурцам надо там плюс 25 и 70% влажности. И в общем не подберешь. Я ее на 3 сегмента буду разделять. Вот закупленные вот трубы, вот там вот поликарбонат сотовый. Короче, будем ее делить. Вон, он, видишь, там он навален, стоит сбоку. Ну, Сделаю просто перегородки из поликарбоната до этого. Вентиляция у меня же разделенная, разные клапана есть, и все. И будем отстраивать. Для тех, кто не в теме, арбузы зимой были, ребята. Да, зимой, да. Какой-то сорт я в Голландии давно еще покупал, довольно-таки сладкий. И дыни очень хорошие были вообще. Было немного, но надо над этим расти. Да, Надо да, да. А вот увеличивать огурцов количество. было как грязи, короче. И помидоры тоже были. Зелень хорошая была. Рукола росла тоже неплохо. Ну, в общем, так, да. Отлично, О, смотри. вот он. Прибежал. Аж ветром от него дуло. Да. У него, кстати, тяга-то приличная, наверное, но он все-таки весит. Ну, а то. Еще один.
что-то его на развороте подкашивает немножко. Место для медитации, да? Ага. Сейчас подымется, опять Да? будет взлетать. Ну, сейчас как-нибудь попробует запрыгнуть. Ова. Не, ну прям я удивлен, вольные птицы получается. Никто их не держит. А спят вот, когда тепло, обычно на улице они, то есть туда не заходят. Вот это вот самочки. Более Интересно. невзрачные, но тоже симпатичные. Иногда они вот хвосты распушают, танцевать начинают, но это надо попасть в момент. А дальше что они сюда приперлись? Потому что здесь их самки, и мы с тобой тут пришли. А, они их Да, защищают. ну да, что тут? Ну, это? мало ли Всё, чего, да, да? да. Может, надо биться будет. Да. А вон там куры еще ходят. Ну, они ходят все. Уже Вон. А вот смотри, вольные цесарки бегут, я сумасшедшие. Они вот все время парочкой ходят. Вот эти две. Орут тоже как эти непонятные такие. Куры, не поймешь у Так нас. смотри. как? Никто их не держит. Там же нет ни забора, ничего. Нет, они Вон сюда, куры. машины ездят. Вот. Не, куры всегда сами заходят, выходят, это нормально. История. Да. Ух ты. Вот это да. Что там интересно? Ой, тут рыбы как очень много. Особенно карасей, они плодятся тут как это. Еще с аэрацией. Да, ну потому что без аэрации замор может быть при такой Раз, погоде. два, три. Это все отдельные насосы? или Нет, это один насос, распределен? вон, видишь, распределитель там, из ПНД трубки десятки сделано. вон вижу, Да, тоненький. спаяно, и там такие эти штуки с микродырками. Мгм. И там вот улитка такая стоит на 300 ватт в подвале. Она сюда Улитку я в гонит. прошлом видео показывал. Да, она гонит сюда. Как всегда здесь это, Да, я. творческий беспорядок. О, что новенького? Что, это делает покрасочную камеру более здоровую для этого. Сами решили сделать, потому что не очень хорошо делают для этого. Для порошковой? Да, что ли? да, для порошковой окраски. Вот. Ну вы прям порошковую освоили, я Да, наслышан. очень хорошо, чтобы большие можно было запихивать. Вот здесь эти тены много. Не дать соврать. Сейчас мы электрика узнаем, насколько на киловатт здесь Тены получится. какие-то интересные. Ну, это здесь. воздушные тены, да. Видишь, шинка у них. Все по фэншую. Тут минваты утеплена она. Ну, где-то 27 киловатт. Ага. Одна зона. А их? Это, нет, вру, 8 на 2. 9 на 2, 18 Ага, киловатт, да? Ага. Это по одной фазе 18 и плюс, ну, где-то 24, да. Ага. О, а это кожухотрубные, да, делаете? Это, Здорово. это переделывается из теплообменника, рекуператор делает. О. Это будет мега-рекуператор. О, так там внутри они с оребрением. Да, да. Смотрите, ребят, Ага. видите, Нихуя не компрессор подгорает, рутся, да? Ничего, эти Вот, и двигатель на 15 киловатт. Вот, 15 А, киловатт и хорошо. компрессор рутся. Слава. О, Нормально. эту Один дрянь бар всего запустить лишь, да? надо. Вот так выглядит снизу всасывающий канал, патрубок. Ничего себе частотничек. Нормальный такой. Киловатт на 45 или 50, теперь мы можем тестить немного. Ну, он здоровый, прям видно. Ну да. Гигантский. Вань, ты не знаешь, почему у нас в ЧПУ станке стоит ведро с перчатками с Я сойсожа? знаю, почему. Отмыть хотели, он вот что-то после латуни зеленью покрылся. Еще один станочек появился в хозяйстве. А это когда мне точили вот эти? Что же? Не знаю, латунь какую-то. Да. Это его отмывают после латуни. Позеленел немножко. Ну, вот такой вот. Тоже хас. Ага. Ну и как он в работе? Да нормально, хорошо. Смотри, видишь, на нем пробовали распредвал. распредвал. Ничего себе. На нем? Да, да. А как он? Вот так. Ну это из алюмишки. Ну вон, я для вижу. теста. Бля, круто. Ага. Ну, это просто, да, попробовать. Вот это да. А у него есть голова какая-то Ну, там вон, есть вращающаяся, фрезерная, да? фрезерная Ну голову все, есть. тогда все понятно. А где она? А вот они сюда вставляются, вот. Вот же они вращают, здесь вот приводная станция. Ну просто что-то ж крутиться должно. Ну тут вот эти все с приводами. Они все крутятся, Да, ну, какие-то могут крутиться, вот это какие-то да. надо крутиться, не надо не крутиться. да? Распредвал мотоциклетный какой-то прям. Тебе на М72. А у тебя же подкаленный такой был, я видел. Был, но его все... Выкинули. И ты его разработал, да, Да, я получается? его замоделил, другие там фазы, Ну, подвел. вот здесь идет
процесс моделинга. Все течет, все меняется. Да? В прошлый раз только хас был, и больше ничего. И рядом ящики стояли с инструментами. Все уже работает, ребята, все разложено. Вон уже там заряжена деталь какая-то внутри. Все в струженине, смотрите, сколько ее. Дима-то решил, ребята, открыть свой канал. Вот в чем прикол. Так что подписывайтесь, я ссылочки оставлю в описании. Да. Я Не- еще не вам судите пару раз строго. напомню, да, вы не переживайте. Буду себя пробовать в новых начинаниях. Ну а что, почему нет? Это интересно. Перевод алюминия в стружку. Класс. Ага. Видишь, с резьбочкой тут все как это. Ага. Это вот прям все на этом, на хасе. Ну, понятное дело. Вот они ж инструменты, меня привлекают сразу. Круто все это дело выглядит. Патрончик маленький. Ну, Ну нормально. да, а это что за тесочки А, ну такие? это... Тут тесочки все Бодренькие. что-то стоят, блин, я не знаю, каких-то космических денег. А они вообще дорогие, в принципе. Вот эти вообще тесочки, какие-то любые бешеные. станочные. Вот Ух эти. ты! Ого-го. Да, глядь, серьезные. Оснастка дорогая, как вы хотели. Хотели, чтобы дешевая была. Бесплатно давали. Нет, так не бывает. Игорь, вот сюда посмотри. А, Ты говоришь, перетирание стружки. ну конечно. Я же Вот. говорю, я это еще детский лепет. Да, Там, где идет какое-то либо производство, вот где перетирание стружки. хорошая стружка. Кстати, часть стружки я утилизировал, попробовал добавить в стяжку для теплого пола. Ну, подумал, что алюминий теплопроводимость выше. Короче, Не смогло, не поднялась ну, теплопроводность? я еще не знаю, вот сейчас надо испытывать, пробовать. то есть залили, ну, думаю, лучше будет. А переплавлять когда будешь в болванке? Я не знаю. Мы пробовали, чуть не потравились всех к чертовой матери. Тут уже все в соже, это все горит, короче, ну такое себе занятие. Но я не думаю, что все одобрят это потом в станок сюда засовывать. Это болванки из такого Ну алюминия. что, нормально. Вот это новое, друзья, ленточный станок. Да, это плиты из алюмишки распиливать. А то... Вот это я понимаю, это вы целиком вот это, наверное, распиливаете. да, это Просто не паритесь, да? Сюда да, загрузили, распилили. Можно хоть вдоль, да? Она с подачей у нее стол. Ну, Вот. как вам показать размер? Не знаю, вот так, наверное. Во. На этом, кстати, ленточном станке, у кого мы брали, он стоял на производстве солнечных панелей, они слэбы монокристаллического кремния распиливали. А у нас есть пила от нее с этим, ну, алмазная. Я, кстати, не знал, что прям такая технология. Тупо нарезаются эти слэбы, подпаивались контакты, как-то и получались это, ну, типа солнечные А элементы. кристаллы большие у них? Ну, слушай, слэп идет, ну, такой где-то диаметр, я не знаю, там есть стандарт какой-то у них, вот, и они его кромсали, то есть. О, тут и направляющие есть. Ух ты. И все. Вот и подача пошла, видишь, медленно. Ага. Ну да, поехала. О, как оно выглядит. Ништяк. Ништяк, да, здоровый, здоровезный. Он ничем не покрытый, там просто металл. Просто пилы на заказ делают вообще. Ну, а что, это сейчас распространено вообще. Что мы пилим, Павел? Не знаю. Я не знаю, заказ, да, какую-то штуку. Меня иногда порой поражает, клиенты не всегда же говорят, да, что иногда же там, даже они разглашение заставляют что-то подписать. Может, какая-то запчасть, я не знаю, от какой неведомой вундервафли. Глянь, прикольная такая вещь. Не, ну вот такое явно надо на таких станках делать. Там внутри дырочки какие-то. Господи, что это такое? Есть Вот мысли? не знаю, Есть? это что-то. Мысли есть? Не знаю, какая-то штука для машины. Да уж. Это можно вообще показывать? Может, это космическая ракета какая-то? Да. НДА не подписывали. Ну, А знаешь, отлично. что вот это? Вот это? Наш человек, он же, у него ум пытливый,
Вот Паша очень иногда хочет открыть дверь и посмотреть, как оно работает. А тут не просто микрик, а специальный этот. Ну, конечно, надо выпилить на лазере ключик, типа, который дает работать с открытой крышкой. То есть он Но туда я это не вставляется по- и да, блокирует. Да, но я это не поощряю. Ну, разрешаешь? Ну, а как их, ну, надо там по технологическим причинам. Да, иначе по-другому я Пашу там закрывал. А иначе Паша залезал туда, а Ваня здесь стоял. Это совсем Не, уж ну это совсем трэшово. и расплющить может. Да, это как начало какого-то фильма ужасов, типа, знаешь, пункт назначения, само все включается, ты бьешь по кнопке, и типа, стоп, ничего не работает, ему в голову начинает просверливать. Призой кровище там вот туда. О! И получилось что-то. С вас 150 Да тысяч, что да? это такое? Что это? Зачем? В 25, да, с вас 25 тысяч, короче. Хочешь, мы тебе такую же А сейчас сделаем? чертежи предоставляли, Ну, да? конечно. всё? Модели надо было ее ввести все туда, да? Да. День потерять на программу. Да. То есть вторую уже проще сделать. А восьмую вообще хорошо. А это оснастка тоже ты делал, да, получается? Вот, Это еще и типа оснастку кондуктор надо. или как его назвать? Просто бухты там распределовываешь под Ну да, потому что иначе вот эту круглую не зажмешь, да, по-нормальному. Короче, видишь, подо все единичные штуки делать реально дорого получается и долго. Кажется, что ЧПУ само оно не делает точно. Нет такого, что ты 3D-модели соль тебя загрузил, накидал алюминия туда и ушел домой спать. Ты смотри, она снизу еще красивее, чем слева. Ага. Крутится. Да. Он же был ЛДЦ. Там вообще ничего нет, да, просто на моторе сидит и все. Вот. Еще станки. Токарные Долбежник. взяли. А что, не двигло сгорело, типа сказали? Да, да. У Долбежник. Да. На самом деле его, Еще мне один кажется, токарный. О, да ты что. ну он ушатанный вот это вот. Вот этот Да. парк станков пополняется как быстро, а? Ну я думаю, за место долбежника проще взять долбежную головку на этот, блин, на фрезер на тот. Лучше здесь долбить, а не фрезер ушатывать. Пальцы отрезать. Хорошо или еще что-то. Вот. Или взять этот, хотим еще, думаем, электроэрозионный станок. О, вот это вещь. Да. Да, А вот вещь это вот, хорошая. Ванька, скажи, хороший, весь в масле, только из кунга. Ну как, был полгода назад. Да. Кока назывался. Он много претерпел в своей жизни. Короче, вначале у него сгорел двигатель. Мы в него влепили двигатель. Короче, сейчас китайцы обманули наоборот. Сказали, что он 3 киловатта, он там чуть ли не 7 или 10. Вот с редуктором переделали, вот, там, переточили. Там сальников не было, под сальники посадку сделали. Все, короче, нормально. Но он из него получился трайк-убийца. Он покалечил кучу людей, потому что он козлил, короче, очень-очень люто. Слишком мощный был. Да, ну и руление, вот от него колеса, вот вы можете посмотреть, ну как на таких, я не знаю, кто их изобретал. То есть, в принципе, он напоминает машинку Флинстоунов, потому что он вообще не поворачивается, как передним колесом. Это со сгоревшего? Да. Ну и потом произошло, как бы, моя опять глупость. Мы собирали батарею, Иван говорит: слушай, Дим, что-то БМС-ка глючит. А мне же хотелось, я сказал, да хер с этой БМС-кой, давай без БМС-ки, как-нибудь там покатаемся, потом... Только на балансировку она не заряжала, да, на зарядку напрямую. Ну и в один прекрасный момент, заряжая от лабораторного блока питания, батарея взорвалась так, что, короче, плазменным пучком плюнула на метров на 5, там, загорелось все, вышибло. А мы еще покажем. Там да? еще покажем. Место взрыва покажем. Вот, но потом жалко его выкидывать было. Я говорю, давай из него четверяйк сделаем, из этого трайка, пускай живет дальше. Ну вот это... Процесс пошел. Да, процесс пошел. Ваня, а что это за сталь мы вот брали? Да, такая, это не из Т3, это не водопроводные трубы. Тут все это аморты от этого, от Гризли. Я смотрю, рычаги какие-то знакомые. Да, очень знакомый. Очень знакомые. Я говорю, Ваня, вы не могли купить новые? Они купили самые грязные ржавые рычаги. С разборки, да? С разборки. Ну, это такой стиль у людей, постапокалипсиса. Потом заржавить надо будет, да? Да не, на самом деле разберем, от пескоструем покрасим. Да, я всё. шучу, ага.
Вот, ну и в принципе, так, вначале мы купили себе сиденье от Харлея на него, ну как-то оно смотрелось чересчур странно. А потом вот сидушка от Явы, перетянутая, красиво, душевно. Вот. Четверяек будет. Да, вот у него на такой батарейка. сидушке. А почему вы батарейки все в металлические корпуса засовываете? А чтобы герметично было. Да? Опыт, когда Когда не герметично было, вода-то попала, и когда вся батарейка превратилась в дерьмо. Ну а если в будет болото. повышаться там как-то давление? Ну, я Ване предлагаю нарезки сделать, но боюсь, это будет просто Как на конденсаторах, да? Да, но боюсь, мы сделаем из этого осколочную мину. Ну, мы надеемся на хорошее, что она не взорвется больше. А здесь, кстати, здесь что у нас? Да, здесь НМЦ, они, в принципе, ну, говорят, что не взрываются, хотя я в это не верю. Вот эти литий, кобальт, что-то там, вот. Угу. А эту, да. Ну, давай, Вань, как его подсоединять-то? Интересно, что будет? Вот. Спрашивать не буду, куда вы ее хотели использовать, а смысл? Ну, мы хотели, думали, на давление надувает, какой-нибудь мега пескоструй переносной сделать, если хотя бы бара 4 бы давало. 1 бар всего, да? Ну, так его прыгает, скачет. Еще хотим прикольнуться, у нас второй такой есть, один к другому подсоединить. Вот это да, будет... Сможет ли он это, ну, он же как объемный этот. Да, надо только, чтобы один быстрее крутился, а второй медленнее. Нет, в смысле, один сможет ли раскрутить другой воздух? Сможет. Чтобы как двигатель его да, использовать. понять, да. Ну да, сможет, Дим. Вообще. Кстати, люди, чтобы вы понимали, это копия Детройт Дизеля чуть ли не 30 какого-то года. То есть это... Я не знаю, кстати, официально они продали или наши официально взяли у них. Официально взяли. Вот. В смысле наши? Это что, наши что ли? Это же с ЯЗа, это с двухтактного двигателя ЯЗ. Да, они, вот он навьем в масле был еще. Ничего себе. То Так есть это за на машину можно ставить. Конечно. Вот На ремень, на привод. Конечно, так и надо, на жигу. Прям. А дорогие они? 1010 рублей. Вообще дешево, блин. Еще идет с центробежным регулятором до кучи. И Я даже в Китае масляным за насосом. 10 брал в 3 раза меньше с пластмассовыми роторами. есть еще от Яза 206, он в 1,5 раза длиннее. О! Не, ну это было очень громко. Надо и себе такую купить. Ну что им Челлендж. делать? Кольца Маха. Да. Ну ладно, Кто мы больше? подумаем. Хорошо, челлендж принят, мы подумаем. Что можно как сделать? У кого синее будут? Да, еще и синее. Не только больше. Ну да, метатизм-то надуть нормально же можно. Что синие кольца Маха трудно получить, как я понял. А мы чем-нибудь туда будем добавлять? Это какую-нибудь хитрость раствора какого-нибудь этого оксида металла какого-нибудь там. Медька. Это тоже медька. Это самодельная, да? Да, ну так. Ну да, плавят ребят вот в этой печи. До 1200 градусов она греет. Такой вот серьезный. Она еще очень хорошо вот использовалась, надо было чугунный хомут сварить, да? Ты же в ней нагревал ее, да? Тогда чугунный хомут, да. Очень хорошо, и отпустить можно что-то. У них же режимы настраиваются. Костюм, потому что без костюма нельзя подходить. Там и костюм дымиться начинает. Да, когда это открываешь. выглядит эпично. А Но в нем ты всё-таки- не чувствуешь, кстати. Все-таки да. интересно. Обычный же муфель, он там где-то 900, 1100, а как тут до 1200? Ну, толстый этот. Теплоизоляция лучше, да? И спирали потолще, да, выдерживают. Причем спирали прям вообще наружу торчат, обычно же где-то внутри. Пробовали это по выжигаемым моделям кое-что выплавлять, но это только 18+. В офис идем, да? Мгм. Ага.
Это вот так вот. Наверх. Сколхозили офис. Угу. Ну, клево. Жарковато, правда, но клево. Да. А вот у нас такая картина есть. Это святой Атлас убивает неведомую тварь какую-то непонятно. Видишь, он на этом, на споте Да, сидит. да, да. Ну и что, титанчик? Можно проверить? Да, титанчик можешь проверить. Ну, он тебе состав А ты покажет. уже сам решай потом, да? Некоторые имеют, вот что у него по таблице совпадает. А, то есть может все-таки Да. показать марку, да? Никогда не видел, как это происходит. Такая штука, этот спектрометр рентгеновский для определения металлов. От магния и выше, то есть алюминием, к сожалению, не определяет. То есть как это работает? Вот берем, вот образцы положили, вот, например, вот это, что это такое? Мы вот так вот ставим, нажимаем кнопарь, все, он начинает анализировать. Что-то купрум, титан. Да, да. Сейчас он скажет, что. Короче, ну как это, какой-то сплав ЦП титан, типа, вот, определил, что это титан. А сколько чего там? Может его зачищать еще надо? как-то? Не обязательно. Нет, ему все равно. Так, теперь давай нержавеечку. Вероятность 0,69%, что это 321, а типа точное совпадение, что 304 это. Так, вот давайте медь попробуем. Феррум, купрум в основном и цинка чуть-чуть. Он не понял, что за сплав такой Ну, неведомый. он Да, да. состав показал, да, что там есть. Расстояние до трубы и говорит, я не могу откалиброваться, я под собой ничего не вижу. Но если трубу убрать, он нормально вниз опускает, туда что-то. А китайцы что говорят? Вот с Димой сейчас, они мне скинули, как правильно откалиброваться, хотя и до этого. Еще один лазер, ну как всегда, вот наш Кирилл, человек-универсал, который и на 3D принтерах фигачит, и на всем, что движется в 2D, так скажем. Вот. Как бы есть некоторые проблемы с настройкой, вот, с калибровками. Чем этот лазер от того отличается? Тем, что здесь блок IPG, а там ракус, да, вроде, да. И, да, райкус, да. И здесь у нас есть огромная хрень для резки труб. Можно фигурные вырезы делать, 6-метровых труб и 300 мм диаметра максимум. И вот есть сейчас проблема, что неправильная калибровка. Ну, у китайцев все хорошо по ценам, но очень плохо по инструкции. То есть с лазером не было инструкции совсем. Нет. Так это получается здесь и такой лазер, да, обычный, и лазер для резки трубы. Не, он как бы он обычный, просто он съезжает в сторону и может вот здесь вот трубу резать. То есть он как Еще бы... дополнительная приспособа Да, для да, трубы, дополнительно вот на ее А она прокатывает. как она устанавливается тут? Просто так стоит и все, все, да. подает трубу Да. патроном. Ну ты там, центра задаешь, там калибруешь ее, Ага. и все. Длинная она. А что ты Такие все открыл? Так, направляющие. по приколу? Фокус управлял, у меня фокус вылетел. Вот это профиль, он это, внутри пустотелый. Там как есть каналы, это для прогрева древесины в вакуумной камере. Очень тяжело варить тигом. Хотим вот попробовать лазерную сварку. Почему тяжело? Прожигается до Ну, канала. объемы большие, устают люди устают. просто, Ну да, тут да. сколько надо сварки? Метров. Слушай, а ты не знаешь, у нас где-то образец лазерной сварки был? Куда его кинули? Сейчас. Да. Не внушает доверия, но прессовали, давление держит. Хотя вот здесь более качественно. Так оно ж без присадки, без ничего, да, Дим, получается? А ты не знаешь, Кирилл, с присадкой оно или без? Не могу тебе сказать. Как она? А я еще смотрю, думаю, что это. А это заказали, друзья, для рентгеновской установки. Для больниц там. Или для чего-то еще. Не докладывали, короче. Или докладывали? Да не докладывали. Ну мы тут зачем нам? Нам дали чертеж. Мы Вот делаем. это все полностью самодельная корпусина. Ну, привода, естественно, все. Кроме двигателя. Но нам еще И пришлось редуктора. прорабатывать тоже, потому что у них по чертежам было, двигатель не тянул, там, ну, неправильно рассчитано было, то есть чисто теоретически. И как бы, ну, а еще если на нее голову повесить, ну, короче, переделали нормально, вполне. Вот это Да, ну, кладут они на лазере, прорезают квадратные дырки. вообще идеально. Знаешь, некоторые надо ткнуть туда, она Ну да, точно. точно. провалится. Рез Намного- идеальный просто. да, а Вообще иначе как? зазубрин даже нет, Да. не режется даже Ну да. ничего.
помещения, Здрасте. конечно, не хватает, все хотим свое здание построить, но это время занимает сильное, согласование и т.д. Земля уже есть, хочется, чтобы колонн не было, большие пролеты, а то, конечно, тесновато. Станков все больше и больше. Вот. Вот такой. Карась. Ну а этот лазер голову не морочит, хорошо Нет, все нет, да, работает, все режет. На нем, пашет, на нем фигачит. как папа вот. Карло. Вот, да, вот. Смотри. Коллектора, что ли, какие-то? Да, немножко толстенько. Ой. Я даже не знаю, что не знаешь, что это такое? На коллектора коллектора. очень сильно похожи, да, вот на флянс. А это тоже для каких-то драгстеров, да, там они, да, что-то они там, Да, это видно тюнинговые, кто-то Да. варит где-то. да. Ну что ж, друзья, у меня на этом все. Кому интересно посмотреть за дальнейшим развитием событий, подписывайтесь на мой канал, а также подписывайтесь на канал Дмитрия. Поддержите лайком. Все, всем пока, до новых встреч.